Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно разглядывайте плейлисты. Плейлисты это сверху на моем канале, там где написано главное, видео, плейлисты, канала, канале, сообщества. Да? Вот вы проваливаетесь непосредственно в плейлисты, там очень много папочек, выбираете нужную вам папочку, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новинки. А своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам, моей большой группе поддержки отдельный привет, слова благодарности. Спасибо вам огромное за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже давно не работали, да, вот именно с этой палитрой, с новым узорчиком. Узорчик будет сегодня интересный. Узорчик именно будет двухцветный, но в дальнейшем я вам покажу, что можно дополнять еще и цвета дополнительные, да, в данный узорчик вводить. Итак, что за ниточки? Новички, смотрите. Alizen Gora Gold Simli называются они. Видите, Alizen Gora Gold Simli. Так, смотрите, в составе 100 грамм 500 метров, 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, металлическая ниточка, и вот так вот ниточки красиво переливаются, такие нарядные ниточки. Здесь нам говорит производитель, берите крючок от 2 до 4. Вы берете под свою плотность вязания, да, я беру 3, вот именно для этой пряжи. А вы смотрите, если вы берете эту же пряжу, да, то подбирайте крючок для себя. Возможно, у вас плотность вязания, то есть вы вяжете плотно, да, ну или наоборот вы вяжете слабо, то есть подбирайте крючок. Если это у вас другая какая пряжа, точно так же смотрите сюда, да, номер крючка, который вам советуют, и, естественно, берете такой номер крючка. То есть вы можете взять любой пряжи, какой захотите. То есть от маленького, так скажем, тоненького хлопка до больших полиэфирных шнуров. То есть это на ваше усмотрение. Я просто покажу вам принцип узорчика. Ну что ж, свяжем. Так, я решила начать вот с такого. Вы знаете, это не серый. Я могу назвать его как грязно-нежно-фиолетово-сиреневый. То есть выглядит, конечно, он сереньким, да? А розовый на камеру передается действительно как розовый. А вот этот вот, он все-таки не больше серый, нежно-сиреневый. Потому что если для сравнения поставить серенький, видите, вот это серый, а это все-таки немножечко сиреневый. Итак, что мы делаем? Для начала мы с вами наберем цепочку из воздушных петелек. Раппорт узорчика равняется 5 петелькам. И мы с вами дополнительно наберем еще 3 петельки, ну, чтобы красивый узорчик закончился, да? Итого получается, в силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, давайте наберем 38 воздушных петелек, хорошо? И новички, кто еще не вязал данной ниточкой, смотрите, она вот так вот, видите, состоит из 3 ниточек: шерсть, акрил и металлик. Небольшие, совсем малюсенькие вот эти вот волоски могут цепляться во время вязания, но вы потом привыкнете, приспособитесь. Единственное, что распускать тяжеловато. Можно, но тяжеловато. Итак, давайте все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. А теперь набираем 38 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Вот наш будущий образец. Надеюсь, я уложусь в данное, так скажем, количество петелек, а вы увидите всю прелесть узорчика. Далее делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Ныряем в 5-ю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. В следующую опять ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. То есть это называется столбики с накидом. И так далее. Мы шагаем в каждую петельку нашей цепочки, нашей косички, и провязываем столбики с накидом. Это нам необходимо для узорчика. Бывают узорчики, когда мы это делаем просто чтобы помочь себе. Тут уже непосредственно уже начался сам узорчик. Итак, вот вы так вот шагаете полностью по всей цепочке, сколько вы набрали, да, петелек. Не забывайте, что вот эти первые 3 петельки подъема это имитация столбика с накидом. То есть считается эти 3 петельки как столбик. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Теперь вот так вот провязываю до конца ряда. И вы тоже провязываете, сколько у вас петелек считаете. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Несложно. У вас получится.
Так, смотрите, вот мы сделали вот такую вот дорожку. Теперь наша с вами задача, мы должны будем присоединить новую ниточку, новый цвет ниточки. Конечно, если вы хотите вязать одну ниточку, вы можете продолжать этим же цветом. Я хочу присоединить. А присоединяем мы как, новички? Смотрите, самый последний столбик, когда мы провязываем, да, то есть мы провязываем его не до конца, оставляем на крючке 2 петельки, и неважно, какой это столбик, с накидом, с двумя накидами, с тремя, без накида, именно 2 последние петельки, и мы, получается, эти 2 последние петельки провязываем новой ниточкой, новым цветом. Раз, и все. Получается, у нас ряд еще заканчивается такой вот грязно-сиреневой, да, назовем ниточкой, и начинается уже в процессе вязания нежно-розовая. Не захотела брать конкретно такие контрастные цвета, хочу, чтобы вот именно такие вот переливающиеся друг дружку цвета. Итак, 3 петельки подъема новой ниточкой. Раз, два, три. Подтянули такую грязно-сиреневую, подтянули розовую ниточку, поворот. И в следующий столбик мы провязываем розовой ниточкой столбиком с накидом. Это, так скажем, наши кромочные столбики, они нужны просто, чтобы выровнять, скажем, красиво сделать краешек нашего ряда. Идем далее. Теперь мы с вами, получается, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. А в столбиках, которые снизу стоят, мы с вами пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик ныряем, делаем накид, ныряем, вытягиваем ниточку и держим на крючке. Раз, накид, сюда же. 2, накид, сюда же. 3. И теперь все вместе петельки провязали, оставили 2 петельки на крючке. Теперь 2 петельки вместе. Оп, у нас получился вот такой вот пышный столбик. Пышный столбик может быть состоять не только из 3 накидов и 3 петелек, да, вы можете набирать и больше, 4, 5, 6, 7 и так далее, и так далее. Это будет, конечно, намного эффектнее, пышные столбики будут намного больше, крупнее и пышнее, но данный, скажем, момент, данный элемент съедает много пряжи, поэтому смотрите, вам выбирать. Итак, воздушная петелька, и опять возвращаемся сюда же и провязываем точно такой же пышный столбик. Накид, потянули ниточку раз, накид, потянули ниточку 2, накид, потянули ниточку 3. Теперь все вместе провязали и 2 петельки вместе провязали. И у нас с вами получилась вот такая вот рогаточка, видите, да, состоящая из 2 пышных столбиков, посерединке воздушная петелька. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5-й ныряем. Точно так же вытягиваем ниточку. И опять же делаем нашу вот эту такую же рогатку с пышных столбиков. Раз. Накид сюда же нырнули 2. Накид сюда же нырнули 3. Все вместе провязали. 2 петельки вместе провязали. 1 воздушная петелька. Опять сюда же ныряем. Раз. Накид 2. Накид 3. Все вместе провязали, 2 петельки провязали. Вот. И у вас получается вот такой вот ряд идет из рогаток. Между рогатками получается 2 воздушные петельки, а внутри рогатки 1 воздушная петелька. То есть вы пропускаете опять, делаете 2 воздушные петельки и пропускаете 4 столбика внизу в стоящем ряду. Раз, два, три, 4. И в 5-й опять начинаете провязывать такую же рогатку. Понятно? Все, вот такой вот весь ряд. Провязывайте до конца. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот наши красивые рогаточки. Что мы делаем дальше? Как мы заканчиваем ряд? После последней рогаточки, да, из пышных столбиков, мы видим, у нас 2 столбика осталось. Раз и 2, то есть 3 петельки подъема. 1 столбик мы пропускаем, а в следующий получается столбик, именно в 3-ю петельку, ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем обычный столбик с накидом. И смотрите, делаем вот так вот воздушную петельку, оставляем ниточку и теперь будем переключаться на эту ниточку. Смотрите, получается, здесь каждый ряд будет вязаться новой ниточкой, чтобы мы с вами не отрезали постоянно, да, то есть мы, получается, начнем сейчас вот этой вот нежно-грязной сиреневой, справа пойдем налево, здесь, получается, переключимся на розовую, слева направо, да, потом догоним опять ее сиреневой ниточкой, потом опять розовой и так далее, то есть вы увидите, и у нас ниточки не будут отрезаться. Итак, я беру свою рабочую ниточку, но сильно ее не тяну, чтобы край свой не зажулькать, смотрите. Мы, получается, помните, да, здесь провязывали в самом начале, у нас было 3 петельки подъема, да, и столбик с накидом. И получается, присоединяюсь к 3-й петельке подъема, вытягиваю ниточку и далее по узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Далее в следующий столбик провязываю точно так же столбик с накидом. Есть. А теперь смотрите,
Я теперь должна буду провязывать, делать свое вязание именно мой сиреневый получается цвет к сиреневому цвету. Смотрите внимательно. Я делаю накид и вот так вот опускаюсь к первому самому ряду, захватываю столбик сзади наперед и вытягиваю ниточку вот таким вот образом. И смотрите, как провязываю. Вначале одну петельку, потом 2, 2. Понятно? У меня получается цепочка розовая находится сзади, а я спереди делаю рельефный столбик. Называется он рельефный лицевой столбик с накидом. И провязывается он немножко удлиненным, да, чтобы у нас как бы тоже не зажулькивался, нам, скажем, наш край. Итак, смотрите еще раз. Накид, следующий столбик, видите? Мы, получается, 2 воздушные петельки провязали, 2 столбика. Здесь у нас пропущено, и мы ко второму столбику спускаемся. Вытягиваем ниточку. Так, и опять провязываем 1 петелька, 2, 2. Вот. И мы как бы выровнялись непосредственно с нашим вот этим вот розовым рядом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Полностью перескакиваем всю нашу рогатку и переключаемся вот к нашим столбикам. У нас здесь было 4 столбика. Помните, да, пропускали? 1, 2, 3, 4. Так вот, первый пропускаем, второй, третий провязываем, четвертый пропускаем. Итак, еще раз накид. Ко второму столбику опустились, сзади наперед взяли столбик, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем не 2 петельки и 2 петельки, да, а вначале одну петельку, потом 2 и 2. 1, 2, 2. То есть мы немножечко вытягиваем наш столбик, чтобы у нас рогаточка красиво здесь лежала. Второй столбик точно так же. Накид. Опять пускаемся к столбику, вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Все. Вот, 2 столбика провязали. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем нашу рогатку, переключаемся на наши столбики. 1, 2, 3, 4. Первый пропустили, второй провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом, причем удлиненным. И также второй столбик. Все. И вот так вот до конца ряда. Самое главное, что у вас воздушные цепочки от розового ряда находятся сзади. Понятно? Вот. А наши столбики рельефные, получается, что находятся спереди. Вот так вот до конца ряда. Несложно. Давайте. Здесь я вас встречаю. Договорились? Итак, смотрите, вот наша начинает красота еще больше расти. Вот мы провязали до конца ряда. После последних 2 столбиков рельефных сделали 3 воздушные петельки. И теперь присоединяемся к самому последнему нашему столбику розовой ниточкой. Обычным столбиком накид. Вот верхушку столбика нырнули, вытянули петельку и провязали 2 петельки. Есть. А теперь мы должны будем переключиться на розовую ниточку. Так? И поэтому 2 вот эти последние петельки, смотрите, берем вот так вот петельку, которая у нас была от розовой ниточки, и можем ее же и провязать через 2 петельки. Смотрите, аккуратненько, да, то есть как бы не затягивая. Раз, и все. И мы переключились на розовую ниточку. Мы можем вот эту вот, получается, ниточку подтянуть, нежно такую, сиреневую, фиолетовую, а розовой продолжаем дальше вязание. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И теперь наша задача розовой ниточкой нужно будет повторить все то же самое, что мы провязали вот в нашем розовом ряду. То есть у нас будут точно такие же рогаточки. То есть рогаточка, 2 воздушные петельки, рогаточка, 2 воздушные петельки, рогаточка, 2 воздушные петельки. Но одно условие. Мы должны будем провязывать таким образом, чтобы у нас воздушные петельки, вот эти наша цепочка, да, вот такого нежно-грязно-сиреневого цвета, она была за нашими рогаточками. Понятно? Она будет у нас за нашими рогаточками. Вы можете здесь ниточку отрезать, да, и продолжать дальше вязание справа налево. Но я ниточки отрезать не буду, да, в этом узорчике, поэтому я буду вязать слева направо. Смотрите, какая будет особенность. Поворот после 3 петелек подъема. Смотрите, я должна буду сейчас сразу же нырнуть в рогаточку и провязать, получается, над ней еще одну рогаточку. Но перед этим я вот свою цепочку, видите, такую вот сиреневую, на себя вот так вот взяла, для того, чтобы рогатку провязать спокойно, без цепочки. Итак, накид. Ныряю, получается, в арочку рогатки розовой, вытягиваю ниточку, 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Делаем пышный столбик. Провязали вместе, 2 петельки оставили, 2 петельки вместе. 1 воздушная петелька.
И опять сюда же в рогаточку ныряем и провязываем второй пышный столбик. Раз, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали и дальше 2 петельки вместе провязали. 2 воздушные петельки и переключаемся сразу же, да, на следующую рогатку. Но не забываем, что мы цепочку делаем вот так вот на себя, чтобы цепочку не было видно. И в арочку, вот нашу розовую арочку, ныряем и делаем точно такую же рогаточку. Пышный столбик, да? Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. И сюда же еще раз. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и так далее. И следующая рогатка, и следующая, и следующая. То есть получается, изнаночка у нас будет выглядеть вот так. Цепочка, видите, у нас здесь. Лицевая сторона, смотрите, видите? То есть цепочки не видно, у нас рогаточка над рогаточкой, рогаточка над рогаточкой и так далее до конца ряда. Понятно? Вот. Будет очень здорово. Давайте до конца ряда самостоятельно, несложно. А в конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Итак, смотрите, еще один ряд рогаточек готов. Вот, я закончила ряд, получается, 2 последние воздушные петельки. И у нас здесь 2 столбика, мы их так и провязываем, как 2 столбика с накидом. Сделала воздушную петельку и подтянула ее, чтобы у нас ниточка не распустилась, а сама переключаюсь на вторую ниточку, да, такую грязно-сиреневую, нежную. И в силу того, что я отрезать не буду, я должна буду провязывать сейчас, да, точно так же, соединяясь с этой же ниточкой, то есть с этим же рядом этого же цвета. И я, получается, если провязывала в прошлый раз рельефные лицевые столбики, сейчас я их буду провязывать рельефными изнаночными. Итак, смотрим. Для начала я присоединяюсь вот к 3 петельке подъема. Аккуратненько крючком. Ниточку сильно тянуть не буду, чтобы край не зажулькать. Вот так вот ввела в розовую ниточку, достаю свою рабочую ниточку аккуратненько и делаю 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. И теперь я переключаюсь на свою ниточку, вот на свои 2 столбика. Раз, 2, смотрите, накид. И захватываю, получается, я иду за рогатками, поняли, да? То есть не перед рогатками, а за рогатками. Захватываю вот так вот столбик, получается столбик у меня за крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю точно так же. 1 петелька, 2, 2. То есть удлиненный, рельефный, здесь в данном случае изнаночный столбик с накидом. Накид. Второй столбик, получается, буду провязывать точно так же. Между ними делаю 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И опять рельефный, изнаночный столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. То есть удлиненный. После рельефного изнаночного столбика делаю накид и переключаюсь к следующим 2 столбикам. Первый рельефный изнаночный столбик с накидом, 1 петелька, 2, 2. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Накид и второй столбик рельефный провязываю рельефным изнаночным столбиком с накидом. Все. То есть у нас как бы, если мы рогаточки уберем, видите, у нас получается вот такие вот свои, такие тоненькие рогаточки. Здесь пышные рогаточки, а здесь вот такие тоненькие, да, рогаточки. Вот. И продолжаем так далее до конца ряда. То есть несложно. Самое главное, что вы делаете рельефные здесь изнаночные столбики с накидом. Все. А далее ничего сложного. Между столбиками 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять рельефный, изнаночный, удлиненный столбик с накидом. Все. Красота. Красота. Вот так вот шагаете до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала свои рогаточки, да? Вот они, рогаточки. И после последней рогаточки я заканчиваю ряд, делаю накид и присоединяюсь к розовой ниточке, именно к последнему ряду розового цвета, видите, к последнему столбику, вернее. Вот, присоединяюсь и провязываю первые 2 петельки, а вторые 2 петельки я провязываю уже розовой ниточкой, потому что мне необходимо переключиться на розовый цвет. И вот я эту петельку беру и тут же ее раз и провязала. Аккуратненько, сильно краешек тянуть не надо. Все, теперь буду продолжать вязать розовой ниточкой. 1, 2, 3, 3 петельки подъема, поворот. И теперь я опять работаю с розовой ниточкой, да, то есть каждая ниточка работает со своим цветом. И я должна буду сделать точно такие же рогаточки, но теперь я смещусь немножко. То есть я там, где вот мои арочки,
не рогаточки, да, а арочки. Я буду в арочках вязать новые рогатки. Вот в этих арочках рогатка, вот в этой арочке рогатка. Поняли, да? То есть я немножко смещу. Но принцип вязания останется тот же самый. То есть я должна буду цепочку убрать. Видите, теперь я ее убираю вот таким образом, чтобы мне цепочка другого цвета не мешала. И в эту арочку я провязываю пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе провязала, зафиксировала. Одна воздушная петелька. И опять в эту же арочку. Раз, накид. Два, накид. Три. Все вместе провязала, зафиксировала. 2 воздушные петельки. То есть мы провязываем все точно так же, как розовый ряд. Точно так же, только немножко сместили. И теперь я рогатку предыдущего ряда перепрыгиваю сразу в арочку. Но не забываем, я, получается, убираю, да, цепочку предыдущего ряда. Вот, вот моя арочка, вот в нее я буду провязывать свой пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И сюда же. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Понятно? Вот. Вот так вот начинает расти наш узорчик. Опять 2 воздушные петельки. И в ту же самую арочку, да, вот. Опять перепрыгиваем через всю нашу рогатку. Но только предыдущую цепочку мы убираем с нашего поля зрения и провязываем в розовую арочку. Понятно? Все, несложно. То есть принцип такой же ряда, как и предыдущих, просто немножко сдвинулись. Класс, класс. Вот такая красота получается. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, еще один ряд с рогаточками готов. Далее, что мы делаем, как заканчиваем ряд? 2 воздушные петельки. Так, и помните, у нас здесь было 3 петельки подъема. Нашей такой вот грязно-сиреневой ниточкой в третью петельку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Делаем воздушную петельку, опять вытягиваем и переключаемся на другую ниточку. Итак, как всегда, да, подключаемся к третьей петельке подъема, аккуратненько, краешек не затягиваем, вытянули ниточку. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А теперь по узорчику нам необходимо будет сделать вот такую вот как бы арочку из 3 воздушных петелек. Делаем раз, два, три. То есть по итогу мы набрали 6 воздушных петелек. А теперь переключаемся на наши рельефные столбики, да, этого же цвета. Но здесь мы их провязываем рельефными лицевыми. Раз они у нас здесь на лице находятся, мы их провязываем лицевыми. Итак, захватили столбик таким образом. Получается у нас столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Накид. И сразу же следующий столбик точно так же провязываем. 1 петелька, 2, 2. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся на наши рельефные столбики и провязываем. Первый рельефный столбик, в данном случае он будет лицевой. И сразу же второй рельефный столбик лицевой. Понятно, да? Вот. Что у нас по итогу получается? Вот такая красота. У нас, получается, встретились рельефные столбики, да, и вот они у нас идут вместе. Вот они встретились, вот они идут вместе. Вот, давайте провяжем, получается, до конца ряда и посмотрим, какая красота получается. Угу, давайте. Так, смотрите, вот такая вот красота. И как мы заканчиваем ряд? То есть, получается, мы сделали 3 воздушные петельки. И теперь, получается, смотрите, мы должны будем переключиться на один столбик. Видите, у нас здесь один столбик, да, рельефный. Вот он. Один столбик. Переключаемся на него и провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Так, петельки. Точно так же 1 петелька, 2, 2. И чтобы здесь ровно красиво все легло, вот к этому столбику присоединяемся. Точно так же рельефным столбиком. И провязываем 1 петелька, 2 и последние 2 петельки провяжем розовой ниточкой, потому что нам необходимо переключиться. Переключаемся на последних 2 петельках. Сильно розовую не тянем, да, аккуратненько раз и провязали. Вот очередная красота готова.
Теперь наша с вами задача, мы должны будем повторить вот этот же, получается, ряд точно так же. Опять те же самые рогаточки. То есть мы должны вернуться еще раз точно так же их провязать. Итак, розовая ниточка. Берем 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И далее смотрите по узорчику. Помните, да? У нас здесь 2 воздушные петельки, рогатка, 2 воздушные петельки, рогатка. То есть мы повторяем все то же самое. Делаем 2 воздушные петельки. По итогу у нас здесь 5 воздушных петелек. И переключаемся на рогатку. Но помним, да? То есть вот эту вот цепочку мы берем на себя, потому что нам необходимо будет спрятать эту цепочку. Провязываем мы в арочку розового, получается, розовой рогаточки. Итак, накид, нырнули и опять делаем. Вытягиваем ниточку, пышный столбик делаем. 2, 3, провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Сюда же раз, 2, 3, провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки. И опять, да, вот цепочку делаем на себя, а сами провязываем в розовой арочке. Нырнули и провязываем опять пышный столбик. Раз, 2, 3, провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И сюда же опять. Раз, 2, 3. Понятно, да? Все. И идем так до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Вот такая вот изнаночка получается. Вот такая вот у нас будет лицевая сторона. Все, давайте встречаю в конце ряда. Так, смотрите. Вот еще один ряд рогаточек готов. Так. Теперь мы как заканчиваем ряд? После последнего рогаточки сразу же делаем накид и присоединяемся вот к такому грязно-сиреневому цвету. Помните, мы сделали 3 петельки подъема и 2 петельки узорчика. Так вот, смотрите. Так вот, раз, два, отсчитываем. И вот получается наша третья петелька. Третья вот эта петелька подъема. Мы в нее провязываем обычный столбик с накидом. Понятно? Вот. Далее мы, получается, должны будем переключиться на новую ниточку. Здесь делаем воздушную петельку и подтягиваем ее. И переключаемся опять на другую ниточку. Присоединяем к 3 петельки подъема. Опять делаем 3 воздушные петельки. И теперь мы провязываем все наши рельефные столбики, да, они же получаются у нас на лицевой стороне, поэтому мы будем провязывать их рельефными изнаночными. Рельефный изнаночный будет, так, 3 воздушные петельки. Рельефный изнаночный, 3 воздушные петельки, изнаночный, рельефный, 3 воздушные петельки и так далее. Поняли, да? Давайте. Накид. Вот мы опускаемся вниз, там, где наш предыдущий ряд был этого же цвета, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный изнаночный, чтобы сохранить рельефность, изнаночным провязываем 3 воздушные петельки и переключаемся вот на следующие 2 наших столбика. Получается первый столбик и второй столбик. Точно так же. Вначале 1 петелька, потом 2, 2, 3 воздушные петельки и опять первый столбик и второй столбик. Понятно? Все. 3 воздушные петельки и так далее до конца ряда. Угу. Вот. Наши столбики вырастают. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот смотрим. Провязала я весь ряд, получается, столбиками, вот с такими арочками. И заканчиваю я арочкой. Так, то есть 3 воздушные петельки. А далее я присоединяюсь к розовому ряду, к розовой ниточке, обычным, просто обычным столбиком с накидом. Итак, накид. Вот столбик последний, розовый. Берусь за верхушку, вытягиваю ниточку, провязываю 2 петельки. Так, и вот эти последние 2 петельки я буду провязывать уже розовой ниточкой. Вот я подтягиваю петельку к себе. Все, и провязываю. Раз. Все, я переключилась, получается, на розовую ниточку. Серую могу подтянуть. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И сейчас я должна буду повторить точно так же еще раз розовый ряд. То есть у меня будет опять рогаточка над рогаточкой, рогаточка над рогаточкой, рогаточка над рогаточкой. Опять я беру, убираю нежно такую грязно-сиреневую ниточку. Так, и работаю непосредственно с арочкой розовой. Поняли, да?
Тут самое главное убирать цепочку назад. Подтянули раз, накид, подтянули 2, накид, подтянули 3. Сейчас, секундочку. Подтянули 3. И все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И опять в эту же арочку ныряем. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. После рогаточки у нас идет 2 воздушные петельки. Раз, 2. И мы опять убираем цепочку, так, и ныряем в рогаточку. И опять провязываем пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Поняли, да? То есть вот давайте еще один ряд. Получается раз, 2, это будет третий, да? Раз, 2, делайте третий. Пышными столбиками формируйте рогаточки. Угу. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот получается очередной наш ряд с нашими рогаточками. И как мы заканчиваем? Получается, после рогаточки 2 воздушные петельки. И присоединяемся к последнему, получается, нашему столбику. Вот у нас были 3 петельки подъема к 3 петельке предыдущего ряда и провязываем обычный столбик с накидом. Опять воздушная петелька, потянули петельку, оставили розовую ниточку. Переключаемся на новый цвет. Но здесь нам, смотрите, необходимо будет закрыть точно так же, сделать рогаточки вот наши, да. То есть мы сейчас будем закрывать, получается, наши вот эти вот пышные столбики, наши пышные рогаточки будем закрывать обычными рогаточками. Так, ну давайте я вам проще покажу. Итак, вот мы присоединяемся к 3 петельке подъема. Аккуратненько. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И помните, да, получается, как вот здесь вот мы делали, точно так же расходятся у нас ножки. Получается, здесь делаем накид и переключаемся вот к нашей первой, получается, ножке, к нашему рельефному столбику. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Сохраняем рельефность. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И ко второй ножке, ко второму столбику. Рельефный лицевой столбик с накидом. И сразу же переключаемся к следующему столбику. Понятно? Вот. И точно так же провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. 3 воздушные петельки. И сюда же, ну, во второй, да, получается столбик рельефный, лицевой столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Все то же самое. Опять накид и к следующему столбику. Рельефный лицевой столбик с накидом. То есть до этого предыдущий ряд, да, там, где мы вот это делали, соединяли, то мы делали, получается, на изнаночной стороне. А здесь мы делаем на лицевой стороне. Очень удобно, очень красиво, очень понятно. Угу. Вот, что у нас по итогу должно получиться. Понятно? Вот, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, какая в итоге картина получается. То есть вот эти вот наши колоски, это и есть наш полноценный вертикальный раппорт узорчика. То есть здесь получается у нас всего лишь половина колоска нашего, да, то есть мы сделали только всего лишь 2 ряда рогаточек, здесь 3 ряда. То есть дальше вы повторяете наши самые первые ряды, только здесь не 2, да, будете делать, а 3. Раз, 2, 3, вот как здесь же, да, поняли? То есть вот в этих вот розовых арочках, теперь вы в розовых арочках будете провязывать вот эти вот пышные столбики, видите? Вот точно таким же образом опять воздушную цепочку из воздушных петелек убираете и в розовую провязываете рогаточки. Понятно? И вот так вот 3 раза провяжете. Раз, 2, 3. А естественно, вот такая вот грязная сиреневая ниточка, она будет идти рядышком вот такими вот столбиками. И опять же, смотря на какой стороне вы вяжете. Если вы будете отрезать ниточку, у вас все вязание будет на лицевой стороне. Это одно. Если вы не будете отрезать ниточку, то получается, вы должны соблюдать узорчик, с какой стороны рельефные столбики должны быть лицевыми, с какой стороны должны быть изнаночными и так далее. Поняли, да? Вот. Все. Вот получается вся красота. Сейчас я еще раз провяжу вертикальный раппорт, да, немножко сдвину его и покажу вам, что в итоге получается. Угу, получится очень здорово. Все, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, да, узорчик наш вырос, образец. Вот наши колоски, про которые я говорила, видите, они будут располагаться теперь в шахматном порядке. Следующий ряд, получается, будет повторять вот эти вот второй ряд, да, как бы вторые колоски. Следующий, третий колоски и так далее, до нужного вам размера. Смотрите,
Я говорила, что можно в вязании, да, использовать не только 2 цвета, но и больше. Например, вот эти колоски розовые, да, а дальше, например, вот эти могли сделать желтые, синие, зеленые, там и так далее, оранжевые, то есть разных-разных цветов. То есть когда вы будете дополнять различными цветами, это будет уже какое-то детское изделие, да. Это может быть снудик, может быть кардиганчик, кофточка. Если это будет точно так же двухцветный, то, опять же, это чехол, плед, накидушка. Это может быть, например, там наволочка там, для подушки, да, и так далее. То есть большое разнообразие. Опять же, не забывайте, что если это будет полиэфирный шнур, да, полипропиленовые сумки, ковры и так далее, жилетки, кофты, кардиганы, то есть на ваше усмотрение. Ниточка может быть любая, естественно, расцветка может быть любая, размер может быть любой. Мгм. Вот такая красота у нас получается, смотрите, односторонняя. Оп, видите? То есть изнаночка у нас как бы, ну вот такая вот, ровненько, аккуратненько, но это изнаночка. Вот наша лицевая сторона. Давайте замерим, сколько в итоге у нас получилось. Мы, получается, здесь набирали 38 воздушных петелек, да? Ну, допустим, это же пряжа. Ну, допустим, этот же крючок, да? Ну, допустим, это же плотность вязания. Ну, допустим, вот так вот. То это у нас будет 18 сантиметров. Конечно, настоятельно рекомендую по бокам сделать дополнительные столбики с накидом, да, то есть, чтобы были кромочные, так скажем, больше выделялся у вас так краешек, чтобы было ровненько. Так, и здесь, смотрите, получается, каждый колосочек, да, каждая, получается, рогаточка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И около нее каждый раз вот такого цвета грязно-сиреневого, да, рядочек еще. Получается, это у нас умножить на 2. Итого получается у нас 16 рядов, наборный ряд 17 и последний 18. Очень хорошо, видите, провязывается. То есть в каждый столбик, в каждую арочку, как и в самом начале, провязали столбики с накидом, и все, и ровненькое полотно. Итак, сколько же у нас этих 18 рядов в данном случае получается? Ну, это что-то около 12 сантиметров. Вот такая вот красота. Воздушные петельки есть, конечно, узорчик. Вот так вот он практически не тянется. Вот так вот он чуть-чуть тянется. А гляньте, как сбоку выглядит, да? Если это будет шарфик, снудик, да? Тоже интересно. Вот такая вот красота. Надеюсь, вам понравилось видео. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Кто еще подписался, подписывайтесь на канал. Впереди много нового интересного. Также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда новинки появятся на канале. И внизу под видео справа есть стрелочка «Поделиться». Видите? Нажимаете на эту стрелочку. Меня часто спрашивали, как поделиться. Нажимаете на стрелочку, и вам высветится перечень социальных сетей, куда можно поделиться данным сообщением, да, данным видео в данном случае. А также внизу находится плюсик. Вы можете сохранять себе данное видео, создавать собственные папочки, и они у вас будут храниться под вашим определенным названием. То есть узоры для того, узоры для чего, узоры, узоры, узоры. Понятно? Вот. Ну, тогда всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.